Всем привет, всем добрый вечер. Девочки, я хочу связать для вас варежку. Вы уже видели у меня ее на инстаграме. Или я вот здесь вчера выставила уже видео этой варежки на немецком языке. Вот так у нас в Германии начинаются праздники уже с 1 декабря, поэтому я решила в этот раз сделать на немецком, так они постоянно очень долго ждут. Вот, и я связала ее красную, она очень красивая у меня получилась, даже намного лучше, чем первая. Ну, это мне так кажется. И это очень шикарное украшение, как, например, венок на двери, да, вот есть венки рождественские на двери. Также можно эту варежку повешать на дверь, что снаружи, что снутри. Можно ее повешать там, где у вас декорация новогодняя, где елка стоит. Там это вам решать, куда ее вешать, но мне очень она понравилась, и мне кажется, такой красоте можно везде найти место. Вот. Я, конечно, планировала ее себе на двери повешать, но мне жалко. У меня сердце кровью обливается, если я прекрасно понимаю, когда очень сырая, ветреная такая погода, он у меня будет биться об эту дверь. Я не знаю, мне жалко, мне просто жалко, и я поэтому решила ее повешать или с внутренней стороны на двери, или где-нибудь вообще на стенке. Но желательно, знаете, не так, чтобы эта варежка пропадала на огромной стене, вот, чтобы стенка такая узенькая была, и чтобы она прям туда вот вписывалась. Вот. Пробная у меня белая, я вам показывала. На немецком я сделала красную. Она очень красивая получилась. В принципе, в планах у меня было связать зеленую и с красными шарами. Это вот типичные новогодние такие цвета. Но я не хотела для этой варежки покупать пряжу, потому что у меня в закромах, правда, очень много вот этой всякой акриловой пряжи. Единственное, что только мне бы хотелось, так как ее большую связать, чтобы у меня побольше этой пряжи было, да, хотя бы в несколько слоев взять одинаковой пряжи, а в основном очень много рестов, остатков. Вот, и поэтому вот этой вот бордовой я еле-еле собрала. Вы видели, сколько у меня там разных этих клубочков было, и все они разного цвета, все не одного сорта. А в итоге, потом, когда ты одну свяжешь, она красиво смотрится. Вот, и я нашла у себя вот такую пряжу. Это очень старая пряжа, вы видите по этикетке, мне кажется, здесь еще D-марк, наверное, было. Вот, и я хочу связать в стиле такой, знаете, золотой варежки. Я уже купила отдельные золотые игрушки, золотую мишуру. Не то, что я там использовала, серебристые, там белые, красные шарики, а что-то такое более золотое. Вот. И у меня был какой-то пуловер, я не знаю, мне его мама давно-давно распустила, потому что раньше я вязала только вот с такой пряжей, снеговичков я вязала таких спицами. И нашла я у себя вот такие вот два клубка пряжи, плюс подходящий к нему цвет немножко потолще нити. Что это за нить, я не знаю, девочки, это реально был пуловер. Здесь очень тоненький мохер, и вот как для блеска идет вот такая нить. Вот этой нитки я могу сказать, у меня ее тоже очень много, поэтому здесь я уже не боюсь, что мне там не хватит или еще что-то. Так как вот на красной варежке я хотела связать красную ленту, чтобы подвешивать, у меня там нитки не хватило, и мне пришлось ее комбинировать с белыми полосками, но она даже еще лучше смотрится так. Здесь, например, эта нить, она толстая. Нить толстая, и здесь стоит, что это стопроцентный полиакрил. Длина идет 145 метров на 100 грамм. И крючок или спицы, они здесь советуют использовать 4,5 или 4. Так вот, спицы у меня есть 4,5. Вот. Я хочу использовать вот эту нить и вот эту вот вдвойне, чтобы был какой-то немножечко праздничный вид, потому что она сама по себе будет немножко, знаете, такая тускловатая. Вот. Конечно, было бы круто, если бы у меня был бы золотой блеск. У меня есть, но его мало, его не хватит. Опять же, покупать я не хочу, потому что, ну, это бессмысленно иметь столько всяких ниток и покупать для чего? Надо пользоваться тем, что валяется, да. Вот, так как я перешла на плюш, у меня вот этих ниток, ну, им, как говорится, им нету приспособления, и в этом случае прям хочется использовать. Поэтому беру я одну эту нитку и две вот такой. Одним словом, если у вас есть обыкновенный акрил, где можно вязать спицами троечка, да, он везде там по 1 евро, такой самый простой дешевый акрил, тоненький. Вот его я брала в 3 слоя, и тогда самое классно будет для этих спиц. Вот, это уже вам решать. Вы можете пробовать, смотреть, сколько ниток нужно для этого. Я не знаю, я не подсчитывала ни граммы, ни метражи. Я не могу сидеть и метрами измерять, сколько я это. Потому что мне спрашивают, сколько метров вы истратили. Да я не знаю, девочки, сколько метров. Это мне надо варежку полностью все распустить и замерять, сколько метров. Вот, поэтому я буду брать вот эти нитки и вот эту вот. И у меня получится вот такая вот
толстая нить. Может быть, даже это сильно толстовато. Но, в принципе, точно такая же толщина, как у меня была нитка для тех других варежек. Вот. Я надеюсь, ну-ка давайте я просто сейчас посмотрю, как она будет вязаться. Это я чисто хочу пробу сделать. Да, я не хочу сейчас отдельно вязать пробную еще варежку, потому что у меня уйдет на это много времени. Вы знаете, если честно, даже толстая я вижу. Она толще, чем те. Она будет очень большая. Она толще. А что мне делать? Вот эту одну только взять. Но я хочу, чтобы блеск был. Я хочу, чтобы что-то праздничное было, не сильно такое тусклое. Как говорится, сделать из говна конфетку, да? Праздничный, новогодний — это красный, зеленый, такой яркий. Ну, я хочу сделать что-нибудь такое, не как у всех. Так, мне кажется, что вот этого достаточно, девочки, будет. Реально вот этой одной будет достаточно. Иначе, да. Иначе она будет очень большая. Зачем она такая большая? Если вы 3 тоненькой нити акрила простого возьмете, то вы выйдете на то, что у меня сейчас в руках. Да, вот это прям супер идет. Поэтому я буду вязать вот эту и вот эту нить я возьму. И получается она толщиной вот такая. Вот. И блеск здесь будет видно. Вот эти ламетны, или как они называются, я не знаю, они будут видать. Все. Насчет нитки мы поговорили. Что нам еще нужно будет для этой варежки? Это нам нужно будет штекмос. Как он называется по-русски, я не знаю. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Но я думаю, что вы уже в немецком видео то все видели. Сейчас, секундочку. Вот такой штекмос. У нас он, правда, стоит 1 евро. Вот такой вот кирпич, очень легкий. И если на него нажмешь, получаются вот дырки такие. Сюда очень классно засовывать, делать икебана, делать различные букеты. Можно залить его водой. И вот даже, знаете, как я часто использую, если у меня есть такие моменты, когда дома стоят цветы в вазе. Если такие моменты есть. И цветы начинают портиться, да, уже такие слабенькие, я их вытаскиваю. Потом я беру их, концы все хорошо обрезаю. Вот. Потом я беру вот такой вот штекмос, ложу на какую-нибудь тарелочку и засовываю все эти цветочки. Получается такой шарик у меня из остатков моих цветочков, которых еще мне просто жалко выкидывать. Вот. И они очень красиво смотрятся. Они всасывают воду из этого, слушайте, из этого вещества, да, и это самое еще долго стоят. Поэтому такие вещи их можно купить в каких-нибудь магазинах, где продаются растения, или флористика, где делают букеты, все такое можно там спросить. Вот это нам надо будет, и различные рождественские украшения. Это как шарики, веточки, букетики, все, что можно сделать, из чего можно сделать новогодний букет. Окей? Вот. Я вам потом в конце видео, когда мы эту варежку свяжем, я вам потом покажу, что у меня есть, какие вещи я купила и что я буду туда вставлять. Все, а мы приступим сейчас, девочки, к вязанию. Так, у меня, конечно, в планах еще связать точно такую же варежку, только крючком, потому что мне многие писали, что они спицами вязать не могут. И я хочу попробовать. Я сама еще ни разу крючком не вязала варежку, но я примерно понимаю, как она вяжется, очень легко. И хочу попробовать с вами ее связать. Вот. И еще у меня в планах связать варежку 2 штучки, да, не такие большие, как это, чтобы они были наполовину меньше, но тоже как украшение, но там идет уже пара. Вот. Это все, что я хотела еще сделать на Новый год. Вот за эти вот 4 недели. Окей? Итак, девочки, приступаем к вязанию. И где-то примерно 1,5 метра оставила нити для того, чтобы нам хватило, чтобы набрать петли. Вот. Я беру 2 спицы и набираю 20 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Так, мне такое ощущение, что мне не хватит. Одну спицу я вытаскиваю. Беру следующую спицу. Лишь бы только она сейчас не выпадала. Если я на одну спицу набираю, то у меня потом так туго идет в начале, да, что ну, невозможно вязать. Поэтому я решила набирать сейчас на 2 спицы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Такое ощущение, что мне нитки не хватит. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Одну спицу вытащим. Далее. И так еще набираем на остальные 2 спицы. Окей? Так, петли набрали. И теперь мы будем вязать. Девочки, как вы будете вязать? То ли это 1 лицевая, 1 изнаночная, то ли это 2 лицевые, 2 изнаночные. Это уже по вашему желанию. Я хочу вязать 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот. И вязать мы будем не по рядам, а по сантиметрам. Вот. Это значит, чтобы выйти на то количество или на тот размер варежки, то мы должны по сантиметрам вязать, да? Вот. Я сейчас буду вязать резинку 9 сантиметров. Вы также. И вязать я буду 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот. Один ряд — это когда мы провязываем все 4 спицы. Вот таким методом я буду вязать. Очень, конечно, тяжело сейчас, потому что плечи у меня задраны выше головы. Все под таким жестким напряжением, да, потому что объем-то не маленький здесь этой резинки. Попробуйте этими спицами здесь помахать. Ну, ничего. Кому сейчас легко. Так, вот так вот мы вяжем сперва одну спицу провязали. У нас в конце всегда должна быть изнаночная. Если у вас в конце получается лицевая, значит у вас неправильное количество петель. Вот. Или 1 изнаночная, или 2 изнаночные у вас должны быть. Следующую спицу также начинаем опять 1 лицевая, 1 изнаночная и так далее. Когда мы провяжем эту, это у нас один ряд. Но, как я уже сказала, ряды не считаем. Мы провязываем сейчас столько резинки, да, такую ширину, чтобы она у нас была 9 сантиметров. Так, девочки, я провязала резинку 9 сантиметров. Теперь нам нужно один ряд провязать, сделая на каждой спице по краям по одной убавке. Это значит один ряд провязать и на каждой спице сделать в начале убавку, в конце убавку. Вот. В самом начале я провязываю за задней полустеночки, это удобнее. И вяжем чисто просто лицевыми, уже не резинкой. Провязываем до конца этой спицы. И делаем в конце этой спицы тоже одну убавку. Хорошо ее затягиваем. Теперь на следующей спице точно так же. И повторяем это, ну, один ряд. Это значит 4 раза так мы делаем. Провязываем до конца. У нас должно быть на каждой спице по 18 петель. Так.
И убавку я делаю в конце вот тут. Нитка толстая, спицы толстые, немножечко неудобно это все дело. Так, у меня начало ряда. Вот тут убавляем еще, да? Так, начало ряда у меня вот тут, девочки. Вот. Итак, я на 2 убавила и убавляем еще на 2 спицах. И потом нам нужно будет провязать лицевой опять 9 сантиметров. Чисто просто вяжем дальше 9 сантиметров лицевой вязкой. Только вот лицевыми. Так, девочки, я провязала 9 сантиметров. Вы даже себе не представляете, как на дневном свете блестит эта варежка. У меня очень красивый получается цвет. Теперь мы будем с вами вывязывать палец. Для этого мы провяжем сперва 4 петли лицевой без изменения. 1, 2, 3, 4. И на булавку мы скинем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Там у меня в кухне громче, чем я. Сын разговаривает там. Так, и у нас осталась здесь еще одна петля. Мы пока ее оставим, потому что нам вот эти петли, которые мы здесь набрали на, вернее, перекинули на булавку, нам нужно будет их накинуть опять на спицу. 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, набрали эти петли и провязываем теперь вот эту последнюю петлю, которая у нас тут осталась. Так, вот эту последнюю, куда ты сползла. Так, девочки, просто провязываем ее лицевой. И теперь нам нужно будет вязать далее. И также лицевыми петлями мы должны провязать без изменения 16 сантиметров. Да? Вот, мы провязываем все лицевыми. Вот доходим опять до этой спицы. Также провязываем 4. И эти тоже все лицевыми. И нам нужно провязать точно такой же вязкой, да, лицевой, только 16 сантиметров. Вот, вяжем без изменения эту длину. Вот. Так, девочки, я провязала 15 сантиметров просто вот полотном. И теперь мы будем с вами делать убавки. Убавки будут делаться вот только по этим краям. Вот, это у нас перед. Здесь у нас, в принципе, начало ряда. Мы провязываем до вот этого края. И будем делать с вами убавки, пока у нас на каждой спице не останутся по 3 петли. Окей? Я вам сейчас покажу, как я это делаю. Некоторые убавляют сразу, начиная 2 убавки и вяжут дальше. Вот до этого момента и в конце делают 2 убавки. Переворачивают работу, делают здесь 2 убавки, вяжут дальше и в конце делают 2 убавки. Я точно так же убавляю, но только я всегда крайнюю петлю провязываю лицевой, а потом делаю 2 убавки. Мне так больше нравится узор, как потом получается. Итак, у нас тогда автоматически сейчас уже как будет ряд переходить сюда, здесь у нас будет как начало ряда. Для этого провязываем. Самое главное, чтобы у меня резкость, все было хорошо. Для этого провязываем мы сперва одну петлю лицевой. Потом обратите внимание, вот с правой стороны здесь можно провязать убавку, или здесь не то, что можно, здесь нужно провязывать убавку за задние полупетли. Вот я ввожу спицу и за задние полупетли провязываю. Это все то, что будем вязать с правой стороны. Теперь мы вяжем до конца
этой спицы просто лицевой провязываем. Я еще не научилась на видосах ставить скорости в таких моментах. Ну, вернее, надо очень долго сидеть и редактировать. Поэтому иногда вам приходится меня еще вместе со мной здесь вязать. Так, вот провязала, да, здесь я сделала лицевую убавку. Провязала до конца. Теперь провязываем также лицевой, просто вязкой до конца, до тех пор, пока у нас не останутся 3 петли. Вот. Итак, вяжем. Так, девочки, у меня в планах связать эту же варежку только крючком. Вот сейчас я это видео доделаю, вам выпущу и сделаю на немецком крючком. Я хочу попробовать. Я ни разу не вязала варежки крючком. Хочу попробовать. Вот. Потом также я сделаю на русском. Итак, вот у меня остались здесь 3 петли. Теперь мы должны 2 убавить, и последняя у нас будет лицевая. Так как тут у нас она была первая лицевая, в этом случае она последняя. Короче, каждая крайняя петля будет лицевой. Так вот, это у нас правая сторона, мы провязали за задние полупетли. Это у нас левая сторона, и мы должны провязать за передние полупетли. И вот именно в этом моменте это очень тяжело. Я вот, не знаю, вы видели, наверное, на немецком я там чуть себе пальцы не ломала уже под конец. Так вот, провязываем здесь обязательно за передние полупетли, делаем убавку. И последнюю провязываем лицевой. Почему за передние? Тогда у нас косичка будет ровно, красиво сюда ложиться. Если мы будем за задние с левой стороны провязывать, да, вот на левой стороне, то у нас будут просто вот такие полоски. Эта коса будет ложиться вообще на другую сторону. Ее вообще даже видно не будет. Поэтому, чтобы коса шла одна так, другая так, здесь за задние полупетли, здесь за передние полупетли. Теперь вот мы эту сторону провязали, переворачиваем и провязываем точно так же, как и там. Это значит, первая у нас идет лицевая. Теперь провязываем одну убавку и вяжем за задние полупетли. Вот. Теперь провязываем эти петли до конца этой, не то что ряда, а этой стороны, да, до конца. До тех пор, пока у нас не останутся 3 петли. Вот. Провязываем, девчат. Спасибо вам всем за комментарии, которые вы мне оставляете. Приятные комментарии. В основном, я бы сказала, 90% у меня только лапота на моем канале. Но 10% это надо, чтобы сильно не расслаблялась. 10% это говнеца подкидывают, но это чтобы сильно не расслаблялась. Это тоже надо, иначе будет скучно. Так, провязала эту спицу. И теперь провязываем вот на этой спице тоже. Провязываем, пока у нас не останутся 3 петли. Вот если мы этот ряд вот с вами провязали, да, то вы уже потом поймете, как это вяжется. Вы уже потом по узору будете вязать, потому что вы будете видеть эти убавки, как они идут. И, в принципе, это очень и легко. Так, вот у меня остались 3 петли. Это у нас получается левая сторона. Не забываем, провязываем за передние полупетли. Чтобы я смогла их провязать, я всегда их немножечко так вот натягиваю, да, делаю пространство, чтобы залезть отсюда, да, этой спицей и вытянуть эту нить, потому что реально иногда тяжело. Вот, сделала убавку, и последняя всегда лицевая. Все. Вот мы сейчас провязали один ряд. Один ряд это все 4 спицы. А вот я говорю, одна сторона, вот вторая сторона, да, просто чтобы вы меня понимали, если я иногда выражевываюсь. Итак, следующий ряд. Мы опять, вот теперь мы видим этот узор. Первая всегда идет лицевая, а вот она, эта убавка, которую мы провязали. И вы уже здесь не ошибетесь, если вы видите этот узор. Итак, первая лицевая, теперь идут 2 за задние полупетли, убавка. И вот уже мы видим эту косичку. Сейчас я вам еще эти 2 спицы покажу. И потом вяжем самостоятельно эти убавочки до тех пор, пока у нас с вами не останутся по 3 петли. В немецком видео я до конца прям убавляла. И там уже у меня просто 4 петли остались. И я потом их затянула. И получается всегда такой, знаете, кусочек торчащийся.
который не должен торчать. И мне эта немка говорит: "Лин, да возьми же ты, блин, вот у тебя остались по 3 петли, ну возьми же ты их, стяни все вместе за раз ниткой, и все, и будет красивый конец у тебя". Они: "Ну, Лене надо, чтобы конец там торчал". Я говорю: "Обязательно переделаю". Вот, так что здесь мы будем стягивать конец, да, чтобы он сильно не торчал. Итак, провязываем до конца. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хотя, знаете, я не знаю, зачем я считаю, они, в принципе, нам количество петель здесь не нужно абсолютно. Так, сколько у меня здесь? 4. Это уже автоматически идет. Так, теперь вот остались у меня 2, вернее 3. Вот эти 2 я сейчас натягиваю, и за переднюю стеночки мы будем, вот чтобы эта нитка сейчас не падала, я всегда вот пальцами продерживаю и вон туда и засовываю. Вот так. И последняя у нас вяжется просто лицевая. Вот здесь тоже уже будет видна косичка. Вот. Так как здесь легче вязать, здесь косичка, она более выделяется. А здесь тяжело вязать, косичка слегка натянутая. Поэтому перед тем, как убавлять 2 петли, я чуть-чуть их растягиваю. Окей? Ну и все. Теперь работу переворачиваем и точно так же делаем. Итак, девочки, убавляем до тех пор, пока у нас не будет с вами на каждой по 3. Потом мы будем здесь набирать, да, петли и будем точно так же вязать, вот как тут. Да? Окей, ну давайте убавляем тогда. Итак, девочки, я довязала до этого момента, где у меня осталось на каждой спице по 3 петли. И теперь я взяла цыганскую иголку, отрезала эту нить и хочу сейчас не до конца убавлять, а хочу собрать все эти петельки и попробовать затянуть. Посмотрим, что у меня получится. Самое главное, чтобы у меня тут никакая куриная попка не получилась. Вы понимаете, да, что я имею в виду сейчас? Где-то я так один раз стянула на какой-то игрушке, думаю, боже ты мой. Думаю, пусть лучше у меня бугорок торчит. Так, ну сейчас посмотрим. Мне же посоветовали, значит, дурно это мне не посоветует. Самое главное, чтобы я этой ниткой потом затянула, а то тут вот эти вот, господи, блестяшки мне мешают. Так. Сейчас, девочки. Чуть-чуть. Еще немножко. Слушайте, какая красота. Смотри. Надо затянуть. Посмотри, как красиво. А что у меня там было? Сейчас я вам покажу, что я там натянула. Вот, видели? Это что за чубчик такой? А тут он. Смотрите, разницу чувствуете? Надо еще только затянуть, вот тут еще стянуть, и все. Как красиво. Ну вот той немке спасибо. Она сейчас этот момент, наверное, увидит, скажет: "А, Ленка меня послушала". Я у своих подписчиков еще учусь. Так, короче, затянули, девочки, эту куриную попку. Думаю, сюда, наверное, еще войду, вот в эту петлю. Вот эти вот блестяшки, они не дают мне туда пролезть. Так, давай я сюда зайду. Еще раз. Смогу затянуть? Блин, эти блестяшки, они мне не дают. Тут блестяшка. Надо было мне эту ниточку. Вот она, видите, эта блестяшка, она мне не дает. Залезть туда. Ну-ка, если я сейчас отрежу эту нитку. Я не думаю, что она из этого распустится. Или эту блестяшку отрезать. Получится. Угу. Надо нитку, я боюсь, вдруг она распустится.
Ага. Цак. Нет, надо еще больше, чтобы дырочки мне здесь, не дырки здесь не нужны. Так, знаете, что я сделаю? Сейчас вот так сделаю эту нитку. Просто возьму вот здесь так завяжу, чтобы она у меня не распускалась. Вот так. Угу. Отрежу я. И затяну еще раз вот здесь. Так, посмотри, как красиво. Ну, узелок надо, иначе сейчас я опять наделаю тут бугорки. Вот так. Вот. Красиво же. Ничего не видно. Ну, можно еще красивее, но мне уже и так нравится. Так, теперь что я сделаю? Просто ее засуну. Узел тут завязала, просто туда внутрь ее засуну и спрячу. Спасибо еще раз, тунемочки. Так намного лучше, девочки. Вот так. Смотри. Шикарно. Кстати, заметили? Обратили внимание, какой красивый шов? А если на него сверху смотреть? Так, сбоку. И вот смотрите, вот эта правая сторона, какая получается красивая коса. А это левая сторона. Она неровная, она не очень красивая. Почему? Потому что вот с этой стороны, с передних петель, за передние петли брать убавки, блин, ну это тяжело. Так же, как и тут. Вот она это правая, а вот она это левая. Одна идет слабее петля, другая, она, короче, танцует здесь. А здесь она ровная. Потому что здесь легко брать, а здесь тяжело брать. Это надо наловчиться, надо постоянно вязать. Ну и если честно, это надо не придираться просто, Лена, и все. Успокойся. Все хорошо, красиво. Так, вяжем палец. Для этого перекидываем вот эти петли на спицу. Я лучше сделаю это так, иначе у меня всегда все хочется как надо, получается как всегда. Сейчас как распущу и потом не догоню их. Так, ну сперва закинем 13. Короче, нам нужно, девочки, чтобы у нас было не больше, чем 26 петель. Да, обязательно. Я там на немецком видео набрала чуть больше, потому что я не хотела, чтобы по бокам у меня были дырки. Вот, но потом же я их убрала. Убавила. Мне нужно, чтобы было 26. Эти 26, они на 4 петли, на 4 спицы не делятся. Поэтому у меня получалось так. Здесь 6, здесь 7. Здесь 6, здесь 7. Вот так у меня получалось. И не страшно, что там, да, на одной так, на другой так. Это не страшно, девочки. От этого палец не изменится. И убавки тоже шли равномерно. Итак, вот это у меня... Давайте сразу раскидаю. Так, все видно. Сразу раскидаю, но сделаю я, пусть будет у меня здесь 6, окей? У нас должно быть 6, 13, а здесь должно быть 7, 2, 4, 6, 7. Ой. Так, вяжем. В начале видео он показывал мне такие 2 мотка. У меня тут еще до сих пор первый, представляете? Офигенная. Как мамане, спасибо большое, распустила. Я даже не помню сейчас, что она распускала, но здесь что-то мы распускали. Мне жалко было вот именно вот из этих блестяшек. Думаю, мама, где-нибудь в зимнем еще пригодится мне. Так оно и есть. Я не знаю, сколько лет оно мне пролежало. Так, девочки, оно того стоит иногда. Я вообще редко, если даже пуловеры у меня какие-то есть, которые я не ношу, я их вообще не выкидываю, я все распускаю. А если у меня нет времени, у меня отец у меня отец на пенсии. Ему дома делать ни хрена. Она у меня распускает, он исполняет все мои желания, как мой старик Хатабыч, короче, у меня пати. Блин, захотел, он распустил. Вот. А потом их можно везде, эти нитки, использовать. Так, ладно, все. Короче, я здесь одну петлю все-таки возьму. И потом я ее здесь же и убавлю. Окей? Лишь бы только дырок не было. А если ее не набирать, то будет дырка, придется зашивать потом. Так, вот у меня здесь петля. Вот следующая будет здесь. Я буду набирать просто столько, сколько у меня должно набираться, чтобы не было видно дырок, да? Вот. И потом я должна их вывести на
26 петель. 26 петель на 4 спицы. Так, ну-ка давай сюда. Хочется, чтобы пролезла. Завяжу ее. И внутрь засуну. Туда. Так, теперь набираем. Пусть это у меня будет первая. Еще раз. Она скользкая, со спиц слазит. Сейчас, девочки, можно я чуть помучаюсь? Можно крючком, конечно, набирать, но я уже не хочу сейчас вставать. Раз. Не знаю, сколько у меня здесь будет, но потом мы их разделим, раскидаем. 2. Не хочет вылазить. 3. 4. 5. 5. Где-то здесь. Нет, некрасиво тут. 6. Сколько у нас здесь? 7. Пусть будет здесь 6. Чередовать будем. 6, 7, 6, 7. Здесь у меня будет сейчас больше, но потом их... Давай тогда я сюда закину, потому что я знаю, что мне все равно убавлять придется. 2, 4, 6. Так. Вот это будет 7. Дальше. Эй. Сейчас подпалю. Так. Раз. 2. Так. 2. Вообще тут раз, 2. Вот это вообще должна быть 3. 3. 4. 5. 6. Да, мне придется здесь несколько петель убирать. 7. 8. И здесь тоже надо одну, иначе мне здесь дырень будет. 8. Вот здесь вот возьму ее. 9. Так, девочки. Здесь у меня лучше, чтобы у меня здесь было правильное количество петель. 6 и 7. Для чего, если мы сейчас? Потому что палец у нас вот так мы его покладем. Да, палец. Вот, чтобы у нас здесь убавки не было видно, чтобы здесь вот эти вот колоски шли прямо вниз. Убавки мы сделаем здесь снизу, их видно не будет, потому что палец ложится наверх, он закрывается. Конечно, лучше было бы набирать так, чтобы нигде убавки не делать. Но, блин, девочки, по краям будут дырки, это будет некрасиво. Так, поэтому я, знаете, вот можно было здесь в конце, но я тут убавим. Так, я сейчас посчитаю. Я сейчас не помню, сколько сантиметров мы должны палец вязать. А у меня тут рядом лежит. А вот у меня тут рядом лежит, красавчик. Вот он, этот палец. До тех пор, пока мы начнем делать убавки, мы должны его вязать. Сейчас я вам скажу, сколько. 6 сантиметров. 6 сантиметров. Так, где у меня? Куда я делаю спицу? Одну. Вот она. Итак, мы должны вязать просто без убавления. Ой, вернее, ну да, просто полотном 6 сантиметров. Но мы должны, если у вас получилось меньше петель, чем я тут сейчас набрала. Короче, вы должны очень плавно, красиво и медленно убавлять в тех местах, чтобы не было видно лишние петли. Не сразу все за раз, а можно по кругу. Вот один круг прошли, там во втором кругу. Ну, давайте сейчас мы с вами провяжем до тех пор, пока я все не удалю ненужное. Итак, сперва провязываем вот эти вот
2 спицы. Может быть, для кого-то будет удобнее, девочки, чтобы мы вязали просто вот на 2 спицах. Одна спица, вторая спица. Потом, когда мы 6 сантиметров провяжем, можно просто по бокам убавлять. Это тоже можно. Вот, в принципе, я уже даже об этом думала, зачем столько много спиц, когда можно все на 2 спицы сделать. Вот, посмотрим, если что. Это уже, смотрите, раскидывайте эти спицы, как вам удобнее. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, теперь вот это вот безобразие мы сейчас будем убавлять. Итак, вот эту петлю, которая здесь, да, тут у меня же, вот он, этот узел, его надо вытянуть. Вот эту петлю, не знаю, конечно, как у вас выглядит. Вот эту петлю ее можно сразу убавить. Она не нужна. И вот там, где вы убавляете, особенно если это по краям, надо очень хорошо затягивать это место, стянуть прямо его, чтобы не было видно никакой дырки. У меня здесь этот узел, я его как-то неудачно завязала, но я его потом натянула, он не будет вылазить, он никуда не денется. Так, вот тут я сделала одну убавку и вяжем далее. Получается у меня вторая, здесь у меня 7, здесь должно быть 6. Третья, четвертая, пятая, шестая. Так, оставим. Так, значит, у меня здесь, в принципе, уже правильно количество петель. Только меня раздражает этот узел, который я там завязала, я его сильно завязала. Ну ладно, провяжем пару рядов, он вылазить не будет. Далее, здесь у меня должно быть 7 петель. Давайте посмотрим, сколько у меня сейчас тут. И мы будем также их удалять. Провязываем. Хорошо затягиваем первый ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, я сейчас удалю. У меня 8. Удалю сперва вот эти 2. И желательно их, ну ладно, и можно, здесь, в принципе, можно и за заднюю удалить. Но хорошо натягивать. Так, вот в этом ряду мне, вернее, извиняюсь, в этой спице в следующем ряду мне надо будет еще раз удалить. Окей? Чтобы выйти на 26 петель. Так, углы у меня очень сильно петли натянуты, чтобы здесь дырок не было, поэтому не удивляйтесь. У меня тут сейчас такие изгибы пальцев будут. Думаете, мне легко вязать, что ли? Я еще сижу с приподнятыми плечами. Я их уже не чувствую. Эти плечи и мою шею. Так, это у нас здесь все в тютельку, как и должно быть. Мы здесь просто провязываем. Не забываем, да, нам надо вот 6 сантиметров. Теперь вот эта спица, она у нас, в принципе, нормальная. Мы ее просто далее вяжем. На углах немножко натягиваем петли. На углах это значит вот тут. И теперь у нас здесь еще вот остался один, да? Здесь. Или здесь вот с краю можно удалить, или вот здесь снизу можно одну петлю удалить. Я бы, если честно, мне хочется вот тут снизу под пальцем, так как палец наверх будет ложиться, я бы удалила бы здесь вот, ну, вернее, убавила. Вот одно и то же. Ну-ка посмотрим, как она здесь будет смотреться, девочки. Мне кажется, что можно здесь ее убрать. Эту лишнюю петлю. Если же у вас столько лишних петель нету, то вы, значит, молодчинка. Значит, у вас получилось хорошо, красиво по кругу набрать. Так. Так, теперь у меня 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 и 2, 4, 6. Все, теперь у меня здесь сейчас 13, 13. В принципе, знаете, можно реально взять и попробовать вязать на 2 спицах. Это значит, здесь одна, все на одну, и здесь одна. И вяжем 6 сантиметров, да, вот с этого места, после того, как мы набрали. Вот, примерно 6 сантиметров. Потом можно будет просто по краям
удалять. Видите, вот этот узел, который я завязала, он меня раздражает. Я его потом там успокою. Ну, не видно его будет, не видно. Наверное, так я и сделаю. Ну-ка, давайте-ка я с вами еще один ряд этот свяжу. Сейчас возьму и скину все. Скину все на 2 спицы. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6. Просто видите, он большой палец. 7. И он тяжеловато вязать в самом начале на 2 спицах. Мне так кажется. Ну-ка, я попробую просто. Так. Вот одна спица. И когда на 2 я когда вязала, ну я раньше же варежки тоже все это делала, то нельзя забывать хорошо натягивать вот эти последние крайние петли, потому что здесь потом, знаете, как будто бы ветер гуляет по краям. Она некрасива потом. Петли сами некрасивые, они такие большие, кажется. Так. Мне кажется, это будет очень неудобно, если честно. Вы сейчас, наверное, просто смотрите, да? Потому что я тут экспериментирую. Так, тут мы делали убавку. Оттягиваем ее хорошо. Девочки, мне не нравится так. Тяжело вязать. Если бы маленький пальчик был, я понимаю. А такой большой палец. Что-то не то. Я их раскидаю опять. Мешается. Мне вот эта спица, мне сейчас на данный момент она очень сильно мешается. Вот. Но я знаю, так как те, которые со мной долго вяжут, вы сразу не вяжете. Вы сперва меня прослушаете, просмотрите, а потом со мной вяжете. Потому что я могу здесь... Хотя я уже, знаете, вы заметили, да, я перед тем, как что-то выпускать, я уже заранее пробно свяжу, чтобы знать, где косяки могут быть. Так вот, смотрите, здесь сбоку нигде не видно, в принципе, убавок. Здесь тоже не видно. Единственное, одну убавку видно тут, но на нее ложится палец. Все, смотрите сами. Если вам будет удобно вот так вот вязать, да, на 2 спицах, вяжите так. Если нет, раскидайте, или вернее, они у вас раскиданы на 4. Я думаю, что я раскидаю, мне тяжело вязать. Если я до этого конца дохожу, то мне эта спица, нету воздуха, да, нету вот этого вот пространства, она мне мешает. Поэтому смотрите, как вам удобнее. Я сейчас опять их накину на 4 спицы и буду вязать 6 сантиметров. Потом будем делать убавки. Так, девочки, я провязала 6 сантиметров. Сейчас мы будем делать убавки. Убавки мы делаем точно так же, как делали тут. Да, в принципе, мне даже это объяснять не надо. Вот, мы провязываем. Вот я сейчас, у меня тут начало ряда. Вот одна сторона, другая сторона. Провязываем одну лицевую. Так, провязываем одну лицевую, потом делаем убавку за задние полупетли. Потом провязываем эти петли. Потом идем сюда, провязываем эти петли. Да? Потом провязываем убавку за передние полупетли. И одна лицевая в конце. Переворачиваем работу. И точно так же, как тут. Ну, давайте я один ряд с вами провяжу. И потом убавляем. Как у нас остается по 3 петли, также стягиваем, вот как тут я стянула. Вот. Итак, я провязываю одну лицевую. Теперь я делаю убавку за задние полупетли и провязываю остаточные. Это что-то новенькое у меня. Не остаточный или остаточный тоже такое есть. Остаток. Я вот помню, математика еще остаток, да? Остаточный. Но так не говорят. Говорят остальные. Или, да, остальные. Или последний. Остаточный. Ну, хотя, я уже не помню, девочки, может так говорить или нет. Пусть у меня можно. Остаточные петли. Остаточные провязали, вяжем дальше. Опять начальные здесь. Итак, провязываем 1, 2, 3, 4. Теперь
у нас остается 3 остаточных петель. Мы немножечко их натягиваем, да. Теперь я захожу отсюда к ним в гости и вывожу вот этого вот дружка. Вот так. И провязываем последнюю петлю. Так, эту сторону мы убавили, вот эту сторону. Поворачиваем работу. И провязываем точно так же. Одну лицевую, 2 за заднюю полупетлю. С правой стороны всегда за заднюю. Провязываем последние петли на этой спице. Теперь берем эту спицу и точно таким же методом закидываем эти петли на эту спицу. 2, 3, 4. Остались 3 петли. Теперь мы их растягиваем. И сейчас начнутся вот эти вот выкрутасы, да, потому что это очень тяжело. Поэтому я не хочу вам это показывать, и мы будем вязать это сами. Так, убавила и последняя петля. И теперь вот таким темпом, девочки, мы убавляем до конца, до тех пор, пока у нас не останется по 3 петли. И потом также мы их стягиваем, как стягивали тут. Окей? Вот. Давайте это завершим. И нам останется только еще ремешок связать. Ремешок я буду вязать крючком, потому что это проще всего. Вот, если вы можете вязать ремешки лицевыми, конечно, можно просто на такие спицы с леской набрать нужное вам количество петель. Нужное количество петель это именно длина, да, вот длина будет этого ремешка, на который вы будете вешать. Вот, если вы набираете нужное количество петель и потом вы вяжете просто, вы можете провязать одну сторону лицевыми, на другой стороне сторона изнаночных. Потом опять лицевыми, изнаночными. Так вот пару рядов провязали нужной вам толщины. Все. Или же вы можете вязать точно так же, как я буду вязать. Я хочу крючком. Для этого я буду набирать нужное количество воздушных петель крючком. Да, вот провязала, например, там набрала я там 30 или 40 воздушных петель. И все. И по этим петелькам вяжем столбики без накида. Один ряд. Поворачиваем столбики без накида. Второй ряд. И поворачиваем столбики без накида. Третий ряд. Я провязывала 3 ряда. Столбики без накида. У меня получается вот такая вот полосочка. Или шнурок такой. Я его потом, девочки, что делаю? Я когда вот загибаю, да, здесь не обращайте, честно, конечно, внимания, это я все почищу, это я все уберу, потому что я из остатков вяжу. Я загибаю, и потом вот здесь вот по краям, я вам потом покажу, когда у меня все будет красиво готово. Вот здесь по краям мы потом пришиваем, да, потому что резинка, она должна так вот загибаться. И здесь мы пришиваем одну ленту, вот ровно так положите, а здесь вторую. И вот у нас будет вот такой ремешок. Вот эту вот всю хиромантию я все поубираю, девочки. Это я очень могу красиво сглаживать. Просто я вяжу из остатков, и мне жалко просто такие нитки выкидывать. И поверьте, что из говна конфетку можно сделать. Вот. Все, да? И когда мы вот варежку свяжем, когда мы эту ленточку свяжем, я покажу, чем я наполняю, как я наполняю. И завтра у меня уже видео будет готово. Все, давайте довязываем. До завтра. Девочки, это я опять. Ой, дошла я тут до этого момента. Я знаю, что многие будут сейчас меня спрашивать. У нас же тут по 3, по 4 остается петель, да? Что мне с ними-то делать? Вот теперь я сама. Сама думаю. Я думаю, что мы убавляем далее. Вот смотрите, у меня тут 3 петли, тут 4. Я делаю так. Я опять же провязываю одну лицевой, а эти провязываю 2 вместе. Так, у меня остается 2 петли. Да? Здесь у нас будут 3 петли оставаться. Это значит, провязываем лицевой. Теперь вот на пальцах это реально тяжело здесь убавлять. Особенно вот эта левая сторона, это что-то. Так. Еще эти спицы цепляются. Убавляем. И последняя лицевая. Так, теперь у меня здесь 2, здесь 3. На этой стороне мы одну вяжем лицевую.
вот эти петельки мы убавляем. У нас остается... Так, сейчас, девочки, еще раз, потому что у меня тут салат. У меня здесь салат из этих петель. Когда мы с нескольких нитей вяжем, всегда такое получается иногда. Хочется, чтобы ничего здесь, никаких соплей не висело. Так, и вот у меня еще осталось, короче. Мы берем, одну провязываем. Ох, как это тяжело тут. Хочется прям вот так вот взять и провязать. А нет, нельзя так. Крючком иногда можно вытягивать. Знаете, вот реально взять маленький крючок и намного проще вытягивать эту нитку. Но у меня еще как-то получается. Левый глаз дергается, но получается. Все, теперь что я сделаю? Я отрезаю эту нить. Вот эту вот я для себя уберу, потому что она не даст мне затянуть, она мне будет мешаться, поэтому я сейчас ее завяжу тут вот так вот на узелок, она никуда не денется. Так, у меня одни узлы в этой варежке, если честно. Ну ладно, ничего страшного. Теперь берем цыганскую иглу. Вот она. И скидываемся. Вот у меня вот тут прям аж болят вот от этих спиц. Это что-то. Когда хочется, чтобы еще туго было, хорошо плотно связано. Но реально прям это самое. Пальцы потом болят. Крючком, конечно, легче вязать. Но вот по моему вкусу, мне кажется, что то, что связано с спицами, особенно вещи, ну, конечно, кроме бабушкиного квадрата, да. Бабушкин квадрат — это что-то особенное. Раньше мне всегда, когда я салагой была, мне всегда казалось, боже мой, что в нем такого красивого. Я вообще не понимала бабушкин квадрат. А сейчас, если есть вкус в сборке цветов, я имею в виду цвета, да, не цветы Блюмхен, а краски. Если есть вкус, то можно такой красивый, там, я не знаю, полувер связать из бабушкиного квадрата, или там красивое покрывало можно связать, комбинируя различные цвета. Можно очень красивый сделать наряд. Сейчас это, кстати, очень модно. Посмотрите, какая красота. А я тут такую порнографию показывала на немецком с этими узлами. Смотрите, как красиво-то, а? Как мне теперь только ее стянуть? Как мне ее теперь стянуть только? Ладно, наверное, как-то так. Пойду в наглую просто и все. Ой, блин, у кого что в голове, да, а у меня все одно и то же. Так. Блин, один и тот же юмор. Ну, блин, девочки, жизнь такая скучная. Что вы делаете? Так. Все, по-моему, я тут узлы навязала. Сейчас узел-то сам узел-то надо взять. Здесь что-нибудь, если что-то висит, можно... Не, смотрите, как красиво, а? Молодец. Так. Ну, только надо затянуть узелок, чтобы ничего не распускалось. Вот это ты была. Все. Шикарный пальчик. Я думаю, что он не маленький для этой варежки. Вот, когда наполняем, да, девочки, я чуть-чуть только вату сюда ложила. Немного. Иначе он будет оттопыриваться. Желательно там тоже закрепить внутри, иначе со временем эта нитка может вылезти. Здесь где-нибудь, просто здесь зацепить, чтобы она не вылазила, эта нитка, и все. Так, ну все вроде бы. Связала господи, ремешок мы свяжем самостоятельно, да, девочки? Я не буду там, я вам объяснила уже, там вязать его нечего. Не маленький палец.
Нет, ну, мне кажется, не маленький. Нормально, само то. А то у меня вот эта пипка, она как-то удлиняла палец. Теперь у меня автоматически короче стал. Нет, не самое. Мне кажется, что самое то. Так, палец немножечко мы его наполняем ватой. Вот эту нижнюю часть мы наполняем ватой. Резинка, она загибается. Вот. Наполняем как ватой, так, чтобы, ну, вот так вот было, не более. И то так вот ее приглаживаем, да, чтобы форма просто была, чтобы форма выделялась. Не плоская она висела, а форма выделялась. So. Так, я сейчас вот это все здесь поубираю, все попрячу, да, все у меня будет красиво здесь, поверьте. Мне самой стыдно, конечно, за это все, но мне будет красиво. Вот, вяжем шнурок, и завтра мы будем заполнять ее. Да? Все, теперь спокойной ночи. Все, пока. Итак, девочки, всем привет, всем добрый день. Я довязала вчера эту варежку, заполнила ее ватой. Вот так она примерно выглядит сбоку. Также и в палец я тоже немножко положила ваты. Вот, вот как-то так. Пришила я этот жгут. Вот так он выглядит у меня. Я его вязала, набирала петли. Один раз столбики без накида просто в каждую петлю. Потом повернулась и в другой ряд тоже столбики без накида. И все. И потом вот здесь вот так вот по бокам пришила, чтобы оно очень плотно держалось. Так. Так сзади выглядит. Всю резинку я спрятала, все эти кончики, где у меня были узелочки. И ну, в принципе, я бы сказала, что цвет такой золотой он отдает. Если сейчас мы еще будем его комбинировать с золотыми украшениями, то, мне кажется, будет классно. Итак, для этого нам нужно будет сейчас вот на данный момент, я сперва столько ваты положила, мне кажется, это достаточно. Вот именно вот объем резинки, да, должен быть вот внутри пустой. Потом у меня есть вот такой штек Мосс, он называется, я вам его уже показывала, да, в начале видео, насколько я помню, я могу уже и забыть. Его нужно будет разрезать так, как вам надо. Он режется очень классно ножиком на дощечке просто. Сейчас, секунду. Просто его на дощечку ложишь и отрезаешь. Я вот примерно так на глаз смотрю, да, сколько мне надо. Вот, он не должен быть такой сильно широкий, хотя, мне кажется, по ширине будет достаточно здесь, что его можно получить. Но он не по ширине, да, по ширине вот туда, по длине, вот эта длина. Короче, по длине я бы его отрезала, потому что в красной варежке я его сделала вот на эту длину, просто я немножко сузила, да, и засунула. И варежка, она как будто вот твердая, не то что твердая, она как-то как квадратно так смотрелась. И мне казалось, что ее нужно было бы чуть-чуть поменьше туда, поэтому режем ее, я вот, например, длину немножко вот так отрежу. И ширину я тоже сделаю поуже. Вот, и туда потом его засуну. Засуну этот моз. Когда он у меня будет там сидеть, я еще по бокам везде положу ваты, чтобы этот моз тоже там очень плотно сидел. Чтобы не было нигде так, что здесь вот вата забита, здесь нет, да. Вы потом уже смотрите, чтобы варежка имела эту красивую форму. Вот. Но я сейчас не буду снимать этот целлофан, потому что он морает, да. Старайтесь этой штучкой не трогать снаружи, потому что он не то что красится, он как пыль осаживается, и потом некрасиво. Это надо очень аккуратно засовывать. Например, вот видите, сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Если я его сейчас в целом вот так засуну, у меня варежка получается как Швамкопф. Это губка Боб, да? Есть такой мультик. Вот, она, видите, вот эти вот места, она некрасивая, поэтому ее лучше немножечко подрезать, чтобы она просто форму варежки как обрела. И здесь тоже такая она квадратная получается, тоже некрасиво. Подрезаем и делаем как нам надо, для того, чтобы вот этих мест не было. Просто ее округляем, делаем уже, делаем короче. Засовываем и везде по бокам укладываем ватой. Потом, когда мы это положили, я беру вот такой дождик. У меня есть вот такой дождик и закрываю, просто наверх вот так ее накладываю, чтобы не видно было этой зелени, да. И когда уже она у меня готовая будет, когда этот букет готов, я чуть-чуть ее вытаскиваю, чтобы ее видно было. В этом случае можно вот этот брать, или я экстра купила вот такую золотую. Я буду использовать золотую, потому что хочу, чтобы, ну, варежка приобрела такой вот золотой стиль. Поэтому я буду использовать вот эту, отрежу сколько мне надо, положу внутрь, и чтобы она слегка у меня потом в самом конце чуть-чуть ее повытаскиваю. Вот, это значит, у меня будет просто вот так вот сверху, потом я ее поверну,
положу еще раз вот так вот. И чтобы по краям чуть-чуть выглядывало. Немножко концы я сделаю подлиннее. И чтобы вот они как-то туда в варежку засуну, чтобы она держалась и не вылазила. Ну, вы понимаете. Вот. Что я еще буду использовать? Девочки, у нас есть такие магазины, декоры магазины, да, в Германии, где в Германии живу. Там все, что хочешь, можно приобрести. Но, насколько я знаю, в России или там в других городах, странах, да, еще больше всякого различного красивого выбора, и может быть не так дорого. Но здесь это все, конечно, стоит не маленькие деньги. И если ты вот хочешь, например, красивый букет сделать, да, тебе нужно купить несколько частей. Вот, например, вот такая веточка, вот, чтобы ее купить, мне она нужна для того, чтобы вытащить, например, вот эту одну веточку с одной шишкой и одну зелень. Достаточно. Вот это мне все лишнее, да, это я могу, короче, взять ножницы. У нас есть такие вещи, где обмотаны вот этой вот бумагой. Взять ножницы, разрезать, и можно прям вот с этой вот проволокой вытащить эти все детали и использовать. Вот это, например, если вот такие вот детали, ты уже ее использовать не можешь, потому что она идет отдельная, она короткая, да. Поэтому я здесь заметила, здесь она уже в проволоке замотана и внутри там стоит. И, в принципе, могу тоже использовать. Вот. На крайняк вот эти вот вещи вытаскиваешь. Есть такие специальные шашлычные палочки. Вот такие вот. И на эту шашлычную палочку просто вот то, что здесь проволока используется, и наматываешь. Я где-то уже пробовала так делать. По-моему, я брала вот эту вот веточку, потом, знаете, вот эту вот шишку. В принципе, что мне это объяснять? Мне кажется, это всем понятно, что это не так, в принципе, тяжело. Вот эти вот вещи комбинировать, делать из этого букетики. Просто самое главное, может быть, если есть еще возможность закрасить эту шашлычную палочку с зеленым цветом, да, или коричневым, чтобы видно так не было. Вот можно обмотать вокруг палки, и потом саму эту палку втыкнуть в этот мосс. Также эту шишку можно здесь вот так вот обмотать. Но вам нужна какая-то основа, чтобы потом эти палочки засовывать в этот мосс. Вот. Как я уже сказала, например, у нас здесь они по ценам, смотрите, вот такая вот одна веточка стоит в Германии 3,50. Ну, пойдет, но если мне нужно разных таких побольше веточек, где-то в 20 евро можно обойтись, если честно. Вот, если у вас еще какие-то идеи потом за ночь появляются, как, например, у меня этой ночью появилась идея, потому что увидела в магазине вот таких вот маленьких ангелочков, и они недорогие. Сегодня пошла, я не выдержала, купила себе на 10 евро вот такую вот прелесть, смотрите. Потому что мне хотелось бы потом в конце также вот в эту варежку посадить вот этих вот ангелочков. Один ангелочек стоит 2 евро. Один есть такой 2,50. Я вот на 10 евро купила себе, чтобы на все варежки их использовать. Сегодня ночью у меня такая мысль была. Где-то с краю, знаете, когда букет уже готов, взять. Также ее можно взять шашлычную палочку, воткнуть ее. К сожалению, для меня это немножко больно, если себе это представить, но по-другому никак. Я смотрю на это как на декорацию, и по-другому взять ее и вот с края варежки как-то так посадить, и чтобы у нее ножки прям вот свисали. Это я вам потом покажу, когда я весь этот букет сделаю. Это у меня так в планах. Получится или нет, я не знаю. Для вот этой золотой я купила вот такую вот. Она будет у меня розово-золотая. И она будет очень красиво смотреться. Вот 2 евро. К нему же, к этой варежке, я купила шарики. Вот такая вот пачка стоит. Тоже все вот эти, это дешевые вот эти вот магазины, как Вольворт или Тедди. Не знаю, есть у вас такие или нет. Я сейчас не помню, что они стоили. По-моему, 1 евро вот это. Вот это 1 евро. И вот это тоже 1 евро. Вот здесь есть розовый цвет, есть золотой, и она как раз вот будет подходить вот к этому ангелочку. Это надо, чтобы все она как-то между собой, конечно, подходила, да. Вот, и вот эти ножки тоже будут свисать с варежки. Вот это такая у меня была идея. Плюс, к тому же нельзя, чтобы у нас был нехваток зелени и красного, потому что все-таки это Новый год. Немножечко очертания этого должно быть. Например, вот такую одну веточку с такими вот шариками или там ягодками, да, вот 2 евро она стоит. Тоже ее можно комбинировать с этим.
Я же нарвалась на одну единственную золотую, в основном все в серебре. Нарвалась на одну единственную, которая золотом покрыта, вот такая вот. И я ее всю использовать не буду. Я могу ее также здесь разрезать и вот эти веточки использовать. Мне это сильно много для одной варежки. Там вот такую одну мне достаточно. И все комбинировать. Как я эти делаю шарики, девочки? Вот у меня эти шарики, я беру шашлычные палочки, беру горячий клей, всю сердцевину вот эту вытаскиваю. Тут видно, что вот горячий клей. Беру, короче, мажу его, засовываю туда и прям до конца упираюсь. И она никуда абсолютно не денется. И потом уже в самом конце между зеленью я туда засовываю это все. Так, ну что у меня еще есть? Еще вот такая гирлянда есть. Я тоже одну такую купила. Она была не дешевая, но она была длинная. Сейчас у меня уже она в 3 варежках висит. Она стоила у меня 6 евро. Но она классная, что на нее можно еще повешать мне такие, как желуди. Например, вот такие вот. Поодиночке их можно вытаскивать и добавлять сюда. И да, как-то вот это все комбинировать. Очень много разных идей. Самое главное, чтобы фантазия работала. И все можно, все, что хочешь. Нужно время, терпение, чтобы никто не мешал, и фантазия. Вот такие, например, вот елочки за евро 55. Вот вы можете себе представить, да, что это все стоит, если ты хочешь сделать один букет. И вот вы, девочки, подсчитывайте тоже, если у вас, например, на заказ такое заказывают, все равно вот это все нужно калькулировать, подсчитывать, что это время, что это вязка, да. Если это все почитать, вопрос только, купят ли люди, потому что это все выходит в немаленькую сумму. Вот. И хотела вам еще похвастаться вот такой вот. Это мне тоже нравится. Но я, наверное, ее в этот раз использовать не буду. Я ее в другую варежку. Потому что в планах у меня еще варежку связать крючком. Вот. Что еще есть? Сейчас покажу. Еще есть у меня вот такие вот новогодние тоже. Если где-то место есть, можно комбинировать. И купила вот еще вот такие шарики. Вот. Мне нужны были зеленые. По отдельности они специально не продают. Вот, например, вот эти шарики 3 евро стоят. Да, если мне нужны только одни зеленые, нет, они сделают так, чтобы я таких 10 пачек купила, чтобы мне было нужное количество зеленого. Вот. Ну, у меня в планах просто еще хочется такие тона сделать, такие нежные-нежные, как нежно-розовые, там, или нежно-белые, вот с таким вот блеском. Кстати, не могу не показать, нарвалась на такую нитку. Нарвалась вот на такую нитку. Я не знаю, девочки, у вас магазин есть такой, есть? Тедди магазин? Да, по-моему, Тедди. В Тедди это было. Должно же здесь стоять. Стоит евро 50. Вот. И, да, девочки, это Тедди. И она, знаете, вот с таким вот блеском. Блеск, чтобы понятно было, это надо при дневном свете. Вот именно такой вот, как эти шарики. Тут такой различный блеск. Это вот как примерно вот этот вот дождик. Вот такой здесь. Это только видно под камерой, мне кажется, это не видно. Да. Это вот днем. Если взять, например, знаете, если вы вяжете махеровые варежки, махеровые и добавить этот блеск, мне кажется, будет просто офигенно. У меня все просят, чтобы я крючком связала, а я люблю вот такие вещи, варежки или перчатки, или носки вязать спицами. И красивее выделяется этот блеск, он как-то ложится красиво. Но крючком, не знаю, не пробовала, я попробую, короче. Вот. Ну вот это то, что нам все нужно для того, чтобы эту варежку наполнить. Все, по-моему, я достаточно сказала. Буду теперь заполнять эту варежку, я ее спокойно сделаю, подберу цвета и покажу вам в конце, что у меня получилось. Все, давайте, пока. Итак, девочки, посмотрите, что у меня получилось. Короче, чего тут только нету, я вам скажу. Все, что было, все туда я напихала. Вот, а мне нравится, красиво смотрится. Единственное, что было мне очень тяжело посадить этого ангелочка. И в итоге, девочки, я взяла шашлычную палочку, приподняла сзади крылышки, намазала горячим клеем и засунула туда шашлычную палочку. И потом я этого ангелочка воткнула вот в эту вот губку. И она сидит намертво. Вот так вот выглядит варежка моя. Если честно, вся зелень ушла. У меня зелени больше нету. Я даже с других немножечко вытаскивала варежек, чтобы более-менее смотрелось. Ну вот смотрится вот так.
Вот в эту белую варежку я тоже посадила одного ангелочка. Он вон там сидит. Такой симпатичный. Туда как раз этого не хватало. А в красную я не стала ничего садить, потому что здесь шикарный букет, и было бы чересчур много. Вот. Сейчас попробую отойти, чтобы их всех заснять. Это у меня на дверях висит. Хотелось бы за раз показать. Вот белая это пробная. Тут немножко палец мне показался большеватым. Там я набирала 15 петель, а не 13. А в остальные варежки я уже делала по 15 петель. Вот так она выглядит, девочки. Ничего, можно так для декорации вязать, мне кажется. Мне кажется, что оригинально. Вот. Если вам нравится, добро пожаловать на мой канал. А я подумаю, каким цветом вязать крючком. Мне кажется, наверное, тоже пробную сперва вязать, потому что я крючком еще ни разу варежки не вязала. Я попробую. Ну, хотя это все одно и то же. Единственное, что мне придется, наверное, снизу вязать с колечка амигуруми. И буду добавлять столько петель, вот как у нас на спицах по 18 было, да? Если хотите чуть поменьше, надо поменьше петель набирать. И наверх вязать. Наверх, наверх, наверх. Потом оставлять дырочку для пальца. Потом перейти на резиночку. Мне кажется, она быстрее намного будет крючком. Я попробую сперва. Вот. Наверное, сделаю ее чуть-чуть поменьше. И постараюсь, девочки, еще вот на той недельке самое поздно выставить. Опять же, сейчас у меня на немецком сперва выйдет, а потом на русском. Все, девчат, я вас всех люблю. Давайте, до следующего раза. Пока.